Всем привет, с вами Свалхолд, и сегодня мы продолжим играть в замечательную игрушку под названием Song of Things. Насколько я увидел по прошлому видеоролику, вы довольно тепло приняли данную игрушечку, за что вам отдельное, огромное, багровое спасибо от меня. И в этой серии у нас будут небольшие планы, а может быть даже большие, я еще до конца не уверен, но как минимум я хочу построить в этой серии лабораторию. И потихонечку начать уже заниматься изучением новых технологий и развитием нашего поселения. А то мы в прошлой серии наладили только базовый быт, чтобы наши прекрасные людишки могли просто выживать. Но, как вы понимаете, выживание это не есть жизнь в полном его объеме. Поэтому давайте мы сразу же начнем строительство лаборатории, которая будет в будущем приносить нам довольно-таки большое, огромное, даже сказал, количество исследований, без которых наша колония, наша империя в будущем не сможет существовать. Поэтому заложим пока что небольшой фундамент. Вижу, по жилю на все хорошо. Удовлетворенность наших людей, чего им не хватает? Им не хватает мест для обогрева. Точнее, хватает мест, но качество этих мест под большим, я вижу, вопросом, так же как и колодцы. Ну, это проблема совершенно в другом. Мы это будем решать за счет улучшения в будущем, но, как вы видите, у нас нет пока что нужных для этого запчастей. Я вижу, еще у нас плотники сейчас занимаются. Ага, у нас не хватает дерева. Вот самая главная наша проблемка. Давай, ага, приказ уже был отдан мною. Поэтому давайте мотать, смотреть, как наши людишки доблестно это все вырубают. Ну и думаю еще заняться облагораживанием нашего поселения. Везде построим дорожечки, чтобы это все было красиво, максимально эргономично и эффективно, чтобы наши люди ходили туда-сюда быстренько. И да, как я вижу, у нас нехватка 4 людей. Давайте мы расширим наше поселение, но я бы на самом деле хотел принять к себе пиглинов. Почему пиглины? Сейчас вам объясню. Они, как я уже говорил в прошлой серии, советую, кстати, ее посмотреть по ссылочке, которая будет в описании, или всплывет, скорее всего, в правом верхнем углу сейчас, если я все правильно сделал, надеюсь. Вот. Почему я хочу взять пиглинов? Потому что они очень хороши как фермеры. Вот давайте посмотрим. У них бонус на овощное фермерство 1.40. У тех же людей 1.20. То есть они у нас будут заниматься фермерством и рыболовством. Тем самым должны повысить уровень производства нашей пищи. И давайте посмотрим. Пока что к нам откликнулся только один пиглин. Но я думаю, в будущем это будет потихонечку увеличиваться. По мере того, как этот пиглин будет себя чувствовать хорошо. Вот видите, пока один, вот уже 2 пиглина, 3 сейчас будет пиглина. И в геометрической прогрессии это будет потихонечку расширяться. Вот здесь уже построили нам дорожечки. Чего нам еще не хватает для нормальной жизни? Нам не хватает из услуг, давайте смотреть чего. Нам не хватает столовки, нам не хватает здравоохранения, сцен, арен, парикмахерских, уборных. Мы сейчас единственное, что можем реально построить, это уборные. Но для этого нам нужно наладить производство глины. Спросите меня, зачем нам нужна глина? Для туалета. Очень все довольно-таки логично и просто. Для туалетов нам, я сейчас их найду, конечно же их найду, вот они. Для туалетов нам необходимо, необходимо, это я перепутал, наверное. То есть для туалета нам необходимо просто мебель? Разве? Блин, значит я перепутал. Потому что, насколько я раньше смотрел, либо это обновили в новой версии, либо я что-то не так понял. Но раньше для туалетов требовалась глина, а точнее горшки. Давайте построим небольшой туалетик вот здесь, который будет уже потихонечку обеспечивать наших жителей какой-никакой потребностью в нужде. Поставим вот здесь 2 входа таких красивых, и пусть его потихонечку начнут строить. И пока я рассказывал, наши пиглины уже добежали до 11 человек. Это, на мой взгляд, неплохо. Очень даже неплохо. Они сейчас, по идее, должны вытеснять людей. Да, вот они уже, видите, вытеснили людей с производства пищи на фермах. И теперь занимаются этим сами. Что в будущем надаст увеличение прироста еды и покрывание базовых потребностей в пище. На что я искренне надеюсь и верю. Но, как вы видите, у нас возникла новая проблема. В принципе, эта игра — это сборник проблем, которые словно снежный ком постепенно наваливаются на тебя.
И сейчас у нас организовалась проблема с нехваткой жилья, которую я сейчас решу, скорее всего, вот таким образом. Здесь я сделаю небольшой проходик, 2-3 клетки. И поставлю здесь 4 хаты с этой стороны и 4 хаты с той стороны. Итого будет 8 жилплощадей по 4 человека в каждой. Что теоретически должно на какое-то время будет покрыть нашу нехватку жилья и оставить небольшой зазор на будущее для дальнейшего нашего, так сказать, развития. Итого я вижу у нас уже 15 человек свободных. Еще у нас происходит изучение, то есть 18 человек сейчас трудятся в нашей лаборатории, за счет появляются у нас новые очки, которые мы сейчас будем тратить. Честно говоря, на что бы я хотел потратить? Ну, на производство самодельного оружия, думаю. Потому что здесь есть такая механика, как рейды. Вот видите, сейчас шанс рейда 7%. И чем больше у нас людей, чем больше у нас ресурсов, чем больше денег, и чем мы, в принципе, становимся больше, тем этот шанс становится больше. Как его уменьшать? Очень просто. Нам нужно для этого создавать наши военные формирования, которые будут осуществлять защиту наших поселенцев от потенциальных набегов. То есть нужно построить просто казармы в будущем, которые будут заниматься защитой нашего поселения. Ну вот, как видите, я ошибся. Не для строительства нужно было, а для улучшения уборных, чтобы повысить качество этого места. И у нас уже 100 человек, это хорошо. Я думаю, мы на будущее разместим военный полигон. Он строится довольно-таки недорого. Разместим его, наверное, прямо вот здесь. И потихонечку начнем уже тренировать какое-то хоть количество людей. Да, вот так мы это все разместим. Поставим побольше входов. И пусть все потихонечку будут наши люди строить. В этом, я думаю, нет ничего плохого. Жилье было достроено, но я вижу, не хватает все равно жилплощади. Связано это с тем, что наши рабочие выбирают жилье, опираясь на то, насколько близко оно находится по отношению к работе. То есть, если наши свинки работают вот здесь, то они будут выбирать жилье максимально близко, то есть теоретически вот здесь. А вот это жилье они будут рассматривать в последнюю очередь и не очень охотно его заселять, к сожалению. Вот у нас уже человек умер от животных на охоте. Ну, такое, в принципе, бывает. Это грустно, но в принципе с этим можно жить как-то, я думаю. Давайте мы сейчас потратим наши очки исследования. Я бы хотел накопить 1200 на улучшение лабораторий. На самом деле. Мы построили военный полигон. Сразу наши люди побежали заниматься. 22 человека. Поэтому давайте мы сейчас расширим количество людей. Потому что пиглинов нам вроде хватает сейчас, да? У нас тут все поля вроде как заняты сейчас. Но мы на этом, как вы понимаете, останавливаться не планируем. В будущем мы планируем расширить это все как можно сильнее. Поэтому давайте мы сейчас этим и займемся. Сначала посмотрим плодородие. Вот здесь оно максимально, здесь уже я вижу не очень. Хотя вот здесь внизу, в принципе терпимо. Поэтому давайте мы поставим еще одну ферму вот так. Правильно я поставил? Если она в пазы хорошо вошла. Ну, теоретически вот она. Значит, мы так тук-тук-тук-тук-тук-тук бежим вниз. Здесь у нас, ага. Значит, мы ставим это. Стойте, мне кажется, что она какая-то маленькая. Да не, вроде нормально. Вот. И давайте еще поставим фруктовый сад также вот с этой стороны. И, конечно же, не забываем делать каналы орошения, которые будут помогать нашим фермерам выращивать более большое количество пищи за раз. Потихонечку они это будут все строить. Конечно же, мы не забываем еще прокладывать дороги. Хотя бы в одну клеточку. Без этого, как я уже говорил, никуда. Это очень важно на самом деле. Конечно, это может казаться, что что эти дороги там, скорость немножечко. Нет, это очень важно. Это экономит огромное количество времени наших людей на перемещение. Как вы видите, вот у нас уже начали появляться потихонечку солдаты. И шанс рейда потихонечку начинает спадать по мере того, как наши воины проходят тренировку. Но для того, чтобы этот шанс рейда еще сильнее понизить, мы сейчас прикажем нашим доблестным плотникам, которые занимаются вовсю производством табуретов, мы переведем их на производство чего? Правильно, оружия. Здесь мы разместим сразу склад камня, прикажем ему сюда переносить камень.
И разместим склад оружия, чтобы наши солдаты, ну, не солдаты, чтобы наши рабочие тратили, опять-таки, меньше времени на перемещение по карте. Вот здесь, я думаю, мы еще расположим, скорее всего, дома. Потому что они здесь вроде неплохо влезают, на мой взгляд. И как раз-таки у наших свинок будет быстрый доступ к фермам. И да, думаю, так это будет смотреться очень даже неплохо, на мой взгляд. Теперь получен опыт. Вот, здесь еще интересная механика, что чем больше ваших людей работают на том или ином производстве, тем больше вы получаете пассивной эффективности работы ваших людей в данном типе производства. То есть у нас сейчас работает 25 человек в производстве, в обработке дерева, плотниками, то есть. Из-за этого мы получаем пассивный бонус ко всем производствам, не только к этому, а ко всем, которые мы будем строить еще, 8%. Казалось бы, 8% это не очень много, но понимаете, что по проценту, процент там, и получается на самом деле довольно много в купе в итоге. Как я вижу, у нас с едой сейчас проблемки начинаются, у нас она опять-таки идет вниз, поэтому я, с вашего позволения, сейчас опять начну поиск рыбы. Потому что рыбалка дает очень много еды. Видите, то здесь 21, почти 22 рыбы в день производится, понимаете? Здесь 12, 4 человека все работает в день. Здесь же производится... Подождите. Здесь же... здесь строится. Здесь же производится всего 5 в сутки, понимаете? 5 в сутки. Там при таком же количестве 12. Вот у нас торговец появился, предлагает купить рабов, но денег у меня пока что нет. Не хочу этим заниматься. Поэтому вот уже у нас, как вижу, появляется первое оружие, которое помогает. Вот у нас уже люди тренируются потихонечку. Шанс рейда уже не 8 и не 7%, а 5%. Что существенно понизит возможность получения нами всех плохих благ от рейдеров, которые придут и захотят нам помочь освободиться от излишнего нашего капитала, который мы такими усилиями и усердием копим. Поэтому давайте мы все-таки про армию не будем забывать. Будем потихонечку ее расширять. Ну и здесь я буду потихонечку еще параллельно пробивать луночки и смотреть, где можно в будущем будет разместить хорошее рыбное местечко. Но попутно не забывая, конечно, убирать ненужные лунки, которые тупиковые и не несут ничего на самом деле хорошего. Просто понижает уровень нашей воды, что в дальнейшем мешает пробивать новые лунки. Как видите, здесь очень много мест рыбных на 3+. В принципе, ими, конечно, можно пользоваться, как я уже говорил об этом в прошлой серии. Напоминаю, ссылочка будет в описании. Но понимаете, что там будет эффективность всего 70-80%. И на мой взгляд, это не очень имеет смысл. Потому что я, честно вам сказать, я поначалу пытался заниматься рыбной ловлей в подобных местах. Но, к сожалению, это не приносило мне ничего хорошего. Ну, точнее, выхлоп был какой-то в плане ресурсов, но очень незначительный. И смысла в этом большого, на мой взгляд, особо не было, к сожалению. Поэтому лучше, на мой взгляд, потратить немножко побольше времени и уже найти нормальное рыбное место, которое будет приносить нам максимум прибыли с минимальным количеством вложений, ресурсов и людских резервов, которых у нас, к сожалению, ограниченное количество. Я вижу сейчас нещадно куда-то пропадают. Куда они пропадают? Кстати, мне реально интересно. Это, наверное, они на ферму пошли? Или я даже не понимаю, даже боюсь представить, куда столько людей у нас сейчас пропадает. Давайте, наверное, мы еще пиглинов позовем, которые помогут нам сейчас заполнить наши поля. И здесь 3+. И, как вы видите, мы сейчас достигли нового этапа нашего развития. Это 150 человек. Разблокировало это нам охранные посты, подземелья, эшафоты, работорговцев и запас называется, но на самом деле это называется колодки. То есть мы ставим колодки, и люди приходят и кидают в преступников помидоры. Что довольно-таки, как минимум, комично. И помогает людям снять стресс, действует как развлечение, а преступников ставит на место, давая им понять, что если вы в будущем будете заниматься таким, то у вас будут кидать помидоры. Мы продолжим опять-таки искать рыбные места.
У нас уже 53 человека. Шанс рейда меньше процента. Это просто космос. Просто красота, на мой взгляд. Я думаю, вы со мной согласитесь. И давайте мы продолжим строительство наших... Нет, работорговец, ты меня не интересуешь, к сожалению. Давайте дальше будем строить домики. Не забывая, конечно, про дороги. Инфраструктуру, как я вам говорю, это очень важно. Дороги и все, что с этим связано, очень и очень важно. Ну, во-первых, это красиво, во-вторых, это экономит, как я уже говорил, вам время. Очень много времени. А время это деньги, время это жизнь. Как вы видите, если смотреть по приросту и потреблению пищи, то в прошлом году мы ушли на 100 единиц пищи в плюс. Но понимаете, в чем проблема? В том, что мы за это время набрали еще человек 50 голодных ртов, которых надо тоже кормить. Поэтому давайте мы еще все-таки будем расширяться. Я, скорее всего, построю еще немножечко. Что у нас здесь по плодородию? Плодородие у нас здесь, в принципе, терпимо, я вижу. Поэтому давайте я здесь еще построю по одной ферме. Благо, пиглины у нас уже имеются. И как-то, думаю, будет неплохо у нас это все функционировать. По крайней мере, теоретически. И у нас еще есть очки. Благодаря нашей научной станции. Я бы их хотел, наверное, потратить на, во-первых, улучшение лаборатории, которая в будущем принесет нам еще больше очков науки. И давайте мы еще лучше методы рыболовства. Ну и еще. Луки нам не нужны, я думаю. Портными мы пока заниматься не будем, потому что прирост кожи довольно-таки незначительный. И он не покроет потребление портных, которые будут тратить эту кожу на производство одежды. Поэтому, на мой взгляд, нет смысла пока что этим сильно заморачиваться. Наша основная цель это наладить плюс-минус стабильное производство пищи. Организовать утоление основных базовых потребностей нашего населения. В принципе, я бы этим и занялся. Нужно потихонечку начать уже занимать железную руду. Это очень важно, это нужно будет. Но пока что нужно начать занимать глину. Начать обрабатывать глину. Но, как вы видите, у нас здесь есть одна небольшая проблема. Это удаленность шахт глины от нашего основного поселения. Что, к сожалению, приведет к большим проблемам, потому что здесь придется строить отдельный маленький лагерь, где как раз-таки наши люди и смогут заниматься, как вы понимаете, добычей и обработкой глины, потому что если будут жилые дома находиться здесь, и все утоление их потребностей, жителей точнее, будет находиться в центральном городе, а работа будет находиться, ну, черт знает где. Это как минимум подорвет производство нашего населения. А как максимум они просто не будут там работать. Потому что игра механически сделана так, что люди и в принципе все расы, которые в этой игре встречаются, они не работают вдали от дома. И наоборот. Они не селятся вдали от работы. Это очень сложная механика, непонятная. Но надеюсь, мы с вами вместе сможем с этим разобраться. И понять и осмыслить. Как вы видите, мне пока что не везет с рыбой. Сколько бы я ни копала, рыбка как-то не хочет пока что выходить на свет и показываться. Может быть, она прячется где-нибудь вот здесь. Давайте вот так вот прям не жалея. Вот так вот прям выкопаем. И может здесь нас и ждет золотая рыбка. И нет, к сожалению, здесь у нас даже очень плохо в некоторых местах. Но в некоторых, в принципе, терпимо. Во, еда плюс 1000 пошла. Это хорошо, это неплохо. Но мы, как вы понимаете, стремимся к большему. Это к постоянному увеличению и наращиванию производства пищи, чтобы не переживать об этом в будущем. Что еще мы можем сделать? Там опять, я вижу, не хватает рабочих, точнее не рабочих мест, а жилых домов. Но давайте мы потихонечку уже начнем задумываться о разработке глиняных месторождений. Как вы видите, это тянуть придется очень долго, эту дорогу. И то я вижу не в попад, да? Где у нас глина находится? Вот здесь. Давайте мы включим нормально, вот. И дорогу будем тянуть вот так. И да, это прям... Ну,
Не дали дотянуть мне спокойно дорогу, работорговцы. Ага, это мы будем, значит, вот сюда выходить. Сделаем это вот так еще. И здесь мы будем выходить уже в основной тракт. В принципе, неплохо, на мой взгляд. Но опять-таки возникают определенные трудности у нас и проблемы в будущем. Можно построить еще лаборатории и изучить новые технологии. Давайте мы, кстати, как минимум посмотрим, что нам нужно для строительства каменной шахты. У нас, видел, здесь рядом есть каменная шахта. Там нужно просто мебель, кстати. Находится она, в принципе, не очень далеко от нашего домика, от нашей столицы, нашего центрового района, так сказать. Поставим здесь хранилище и небольшое количество вспомогательных, или большое, видимо большое, да? И будет 40 камня в день. Ну, в принципе, неплохо, как по мне, даже нормально. Ага, у нас сообщение о том, что наши посевы фруктовые были поражены какой-то таинственной инфекцией, из-за чего мы потеряли урожай. Вот это плохо. Именно из-за этого нельзя делать упор на производство только одного типа пищи, потому что это может сыграть вот такую плохую с нами шуточку в дальнейшем. И, как вы понимаете, оставить нас без еды и, возможно, даже убить при не очень хорошем раскладе. Мы это, я так понимаю, пронесем вот сюда, дорожечку, здесь достроим и расширим этот тракт до 2. Вот так. Ага, здесь могильник у нас получается, нам мешается, но ничего страшного. Я думаю, здесь они как-нибудь сами сориентируются в будущем. И здесь у нас работает сейчас 14 человек. Давайте расширим к 27. И как раз таки, вот, мы получили еще опыт. И давайте попробуем увеличить прирост нашего населения, но уже за счет еще одной расы. Это дондерлианцы. В этой игре они называются так, но я их называю просто гномы, потому что по всем чертам они довольно сильно на них похожи. Они очень плохие фермеры, я бы сказал, они просто отвратительные фермеры, но они просто шедевральные ремесленники и великолепные горнодобывающие чувачки. Они будут основной нашей рабочей силой в шахтах, в всяких ремесленных постройках. И благодаря им как раз таки у нас и будет осуществляться основное промышленное производство в дальнейшем. Давайте мы здесь разместим сразу вот так домики. Не будем забывать про уборщика. Видите, у него есть зона охвата. И только в области этой зоны будут осуществляться ремонтные работы от деградации. То есть здесь у нас будет деградировать местность, и из-за этого выходить из строя наши постройки. Поэтому давайте мы сразу скопируем это небольшое помещение. Это я уборную захватил, да? Или это не уборная? Нет, это уборщик. Супер. Берем уборщика. Сразу размещаем его, я думаю, вот здесь. Следующим делом мы, конечно же, что делаем? Правильно. Копируем склад, возьмем пищевой, без разницы. Ставим его вот здесь, поближе к шахте. И здесь сейчас мы организуем сразу первичное удовлетворение наших потребностей. Поставим здесь очаг, поставим здесь оратора, потому что людям нужно знать новости. И поставим здесь колодец по центру. Да. И скопируем отсюда нашу уборную, которую мы тоже разместим, наверное, где-нибудь с вот этой стороны, я думаю. И, в принципе, можно мотать время и ждать, когда наши люди уже это все быстренько застроят. Но мы столкнулись с новой проблемой. Это закончилось, во-первых, дерево. Во-вторых, как видите, закончился уже камень. Как это смешно бы не звучало. Мы построили каменную шахту, в этот же момент у нас закончился камень. Но что делать? Давайте его потихонечку собирать. Лишним он точно никогда не будет. Здесь наши люди заняты производством уже камня. И к нам уже прибежали, да, гномы. Будем называть их просто гномами. Потому что я буду очень много раз ошибаться, скорее всего, в этом длинном названии. Не обессудьте, пожалуйста. Я такой человек, у меня как-то так это все получается. Но, думаю, это не так важно сейчас. Не забываем про дорожечки. И ждем, когда наши доблестные рабочие смогут уже закончить строительство этих структур. Здесь же мы уже проложили дорогу, и у нас есть варианты.
Если говорить точнее, у нас здесь 4 шахты глины. Ну, как вы понимаете, 4 шахты глины, на мой взгляд, не очень, наверное, удобно. Можно сделать, наверное, одну большую шахту глины. Но, с другой стороны, это тоже будет не очень удобно. Поэтому давайте мы пока что ближайшую шахту глины, небольшую, просто застроим. Сделаем это, наверное, вот так. И потянем ее вот сюда. Да подожди ты, не отменяйся. И поставим здесь хранилище. Придется чуть укоротить. Ну, шахта, в принципе, небольшая. Это не должно быть для нас большой проблемы. Вот. Вот так мы это сделаем. Поэкономнее. Поэкономнее. Все, максимум экономия. И организуем здесь шахту. Первую. В будущем здесь будет производство глины. Также будет небольшой такой лагерь. Такой, сказать, райончик производственный. Чем станет? А, наши все люди сейчас добывают усиленно дерево. И в будущем пойдут добывать усиленно камень, да? Ну, я так понимаю, что да. Но они молодцы, нам это все равно пригодится в будущем. Но камня у нас, я прям вижу, сильно не хватает. Хороший улов. С пищей, я вижу, проблем у нас вообще никаких нет. Мы ушли в плюс на 2,6. Потребление 1,8. То есть у нас получается чистый плюс. Это где-то 900 единиц пищи. Это, на мой взгляд, просто шикарно. Поэтому давайте мы расширим склад пищи. Уберем лишнее отсюда, что нам здесь не нужно на данный момент, на данном нашем этапе. Уберем это все. И поставим здесь, глина здесь тоже не нужна. И расширим хранение нашей пищи. Побольше грибов, побольше этого, побольше фруктов, хлопок, зерно. Для обработки зерна нам нужно, кстати, еще поставить, как это называется, пекарню. Кстати, как вы видите, случилось то, о чем я говорил. То есть у нас вот 25 человек пошли работать в каменную шахту. Но проблема в том, что вблизи этой каменной шахты нет жилья. Из-за этого у нас образовалось 26 безработных. Ну там 25, 26, оно скачущее такое значение. Но, как вы видите, это то, о чем я говорил. То есть нужно жилье обязательно строить рядом с производством. Как можно ближе. Иначе будет большое количество безработных, который будет понижать общий уровень нашего счастья поселений, а уровень счастья будет понижать уровень лояльности, что в будущем может привести к чему? Я думаю, вы прекрасно понимаете, к восстанию. А кому хочется восстания? Да никому, я вам честно скажу, никому восстания не хочется, и никому оно не нужно. Думаю, вы с этим прекрасно согласитесь. И поэтому не забывайте, если вы будете играть сами, на что я надеюсь, потому что игрушка, на мой взгляд, очень приятная, медитативная, спокойная и обладает довольно большим количеством механик, которых нигде, ну, не в каждой стратегии можно встретить, на мой взгляд, опять-таки. Поэтому как-то так получается. А на этом, наверное, мы подведем серию к концу. В следующей серии, я думаю, мы уже достроим полноценно новый микрорайон. Организуем, наконец-таки, добычу глины и производство горшков. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели эту серию. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и не забудьте написать в комментариях ваше мнение по поводу этой игрушки и в моем стиле подачи данной игры. А на этом у меня все. До встречи в новых сериях.